Привет, ребят, меня зовут Алекс, это YouTube канал Shinies Boy. Сегодня мы поговорим о хостес, либо кябакура. В одном из предыдущих видео я рассказывал о хост-клубах, там где мужчины развлекают женщин за деньги. Сейчас мы поговорим о хостес. Что такое хостес, откуда они пошли, является это современным аналогом гейш, и в чем разница между кябакурой и хостес. Слово именно хостес появилось в послевоенное время, так называли сначала стюардесс, их называли air hostess. Потом со временем это название перетекло в сферу ночного бизнеса для обозначения девушек, которые развлекают мужчин за деньги в различных клубах. Есть два вида таких клубов. Это, собственно, хостес-клуб и кябакура. Кябакура название пошло от слова кабаре, но здесь объяснять, конечно, не нужно ничего. Очень много информации я нарыл на интересном сайте, который называется kyabel.com. Да, именно так он называется, Kyabel. Там очень много информации о ночной работе, и в том числе работы хостес, и очень много разных нюансов, связанных с тем, как работать в таких заведениях. Когда я это все прочитал, погрузился полностью, я понял, что это нифига не легкая работа, и на самом деле можно туда пойти только если очень сильно любишь общаться с людьми. Я, честно говоря, не знаю лично девушек, которые очень сильно хотят общаться с мужчинами, женатыми в возрасте от 30 плюс, и при этом быть постоянно в риске того, что тебя, во-первых, могут потрогать, а во-вторых, могут еще что-нибудь другое сделать. Одну интересную ситуацию рассказала одна из хостес. Забавно, что такие клубы посещают в очень большом количестве монахи. Буддийские монахи, синтоистские монахи, неважно. Они очень любят тусоваться в ночных заведениях, как я узнал из комментариев также. И это на самом деле никого не удивило, кроме одного несчастного человека, который в комментариях очень сильно возмущался по этому поводу. Этот священник посетил хостес-клуб и начал очень себя грубо вести. Ситуация очень сильно накалилась, когда этот священник уже начал на нее нападать физически. Такое случается довольно часто в хостес-клубах. Тогда она вызвала свою маму, не в смысле свою родную маму. Женщины, которые являются ответственными за то, что происходит в хостес-клубах, называются мама. Именно так и называются, это не перевод. И тогда мама пришла и сказала этому дядьке священнику, что вошел куда подальше, и посыпала его солью. Я не знаю, в чем прикол посыпания солью, почему-то от этого очень сильно смеялись. Мама это говорит о том, что на данный момент в хостес-клубах очень сильно заботятся о безопасности девушек. В связи с тем, что таких случаев нападения и даже сталкерства, вернее, чаще всего сталкерства, происходило очень много на протяжении последних лет. Известен также случай одного чувака, который просто специально ходил в хостес-клуб, выцеплял девушек, вел к себе домой и пытался изнасиловать. Некоторых он не только пытался, но и у него все получилось. В итоге все-таки его поймали, когда одна из девушек сбежала от него посреди ночи и попросила прохожего встречного вызвать полицию. Сам виновник происшествия убежал из своей квартиры и бегал по улицам ночным в одних трусах, пока его не нашли. В итоге его посадили на 15 лет. Так в чем же разница между кябакура и хостес? Хостес — это такое высокоранговое заведение, где тусуются в основном опытные хостес. Конечно, туда могут взять и неопытных хостес. Это зависит от человека. На самом деле, именно в хостес-клубах не особо внимания обращают на физические данные девушки. А также там могут работать девушки от 20 и до 30, может быть даже больше, если они очень опытные. Обычно очень опытные становятся потом мамами, или переходят в какие-то другие клубы, где могут стать мамами, или открывают свои собственные клубы. Посетители хостес-клубов — это очень богатые, пожилые мужчины. И примерно 80% посетителей таких клубов обычно женаты. И да, это был не слух, что мужчины японские часто ходят в хостес-клубы, именно старшего поколения. Молодые, не знаю, если они, конечно, сами хосты, потому что сами хосты очень любят посещать хостес-клубы. Для меня это вообще непонятная ситуация. Вот человек отработал всю ночь в своем хост-клубе, развлекал девушек, бухал всю ночь, потом утром он идет в дневной хостес-клуб и делает то же самое, только платит сам за это деньги. Существует очень много всяких разных видео, в том числе от мам, как общаться с мужчинами в хостес-клубе, как взаимодействовать с ними, чтобы они тратили как можно больше денег, чтобы они приходили снова и снова. Вот, например, одна из мам рассказывает, каким образом можно взаимодействовать с мужчинами. Самое главное — это поддерживать разговор. Как она говорит буквально, если ты отвечаешь на какие-то вопросы, ладно, окей, хорошо, то, естественно, разговор никуда дальше не пойдет. Она называет это техникой банана. Да, в общем, если так переводить, то да, техника банана, короче. То есть, с одной стороны, банана человек задает вопрос, с другой стороны, банана человек отвечает на этот вопрос и каким-то образом пытается продолжить разговор. По сути, это просто банальные навыки общения с людьми, когда ты не просто отвечаешь на вопрос, но пытаешься поддержать разговор. На самом деле, таких людей я встречал очень мало в своей жизни. У меня было одно время, когда я общался на всяких сайтах знакомств, у меня была какая-то попытка что-то там найти, но в итоге я пришел к одному выводу. Люди, в принципе, не умеют вести диалог. Они отвечают на вопросы, которые я задаю, и на этом заканчивают общение. Я сам начинаю думать, а может быть, человек просто не хочет со мной общаться, и
естественно, прекращая разговор. Но через некоторое время вдруг с той стороны приходит какой-то вопрос или какое-то сообщение. Человек пытается таким образом показать, что он все-таки хочет общаться. Я снова прилагаю некоторые усилия, чтобы поддержать разговор, но снова вижу эти однозначные ответы. К сожалению, нужно понимать, что если человек вам задает наводящие вопросы о вашей личной жизни или вашей жизни в принципе, это не значит, что он вас заинтересован, просто он очень хорошо умеет общаться, скажем так, он знает, как это делать. То же самое происходит и в хостес-клубах. То есть девушки в основном именно в хостес-клубах, про кебакуру я скажу немного позже, основная задача девушек хостес именно не говорить, а слушать. Одно из главных правил хостес-клубов, когда они принимают на работу девушек, человек должен быть красив, когда он говорит, а не когда он молчит. Но с другой стороны, успешные хостес в основном слушают, а не разговаривают. Но если они что-то говорят, то они говорят это красиво, вежливо, с улыбочкой и все такое. То есть, по сути, хостес — это такое высокое общество, где очень образованные, подкованные в общении девушки развлекают мужчин тем, что они их выслушивают, они их хвалят, говорят, какие они молодцы, замечательные, и все остальное. Таким образом, мужчины приходят снова и снова за поддержкой, за моральным утешением. Почему это мужчины женатые? Потому что чаще всего бывает так, что когда у вас ребенок, когда очень долго происходит эта семейная жизнь, то человек очень сильно устает. Японский мужчина, у них немножко по-другому все обстоит в жизни бытовой. Дело в том, что мужчины очень много работают, также там очень много переработок, поэтому мужчины очень сильно устают. Именно вот эти вот саларимены, офисные работники. Когда они приходят домой, они видят жену, которая тоже не в настроении, потому что она весь день занималась домашними делами. Очень много домашней работы, и женщина, естественно, тоже очень сильно устает за день. К тому же на ней еще и дети. И когда вот эти вот два уставших человека встречаются вечером, желания разговаривать, конечно, у них нет. Даже если они когда-то любили друг друга, если у них какая-то страсть была, все это рано или поздно уходит в небытие, потому что такова жизнь. Это на самом деле одна из причин, почему японцы сейчас очень редко заводят детей. Если заводят, то после 30 и желательно только одного. Еще одна из причин, почему они заводят редко детей, потому что образование детей в Японии стоит очень дорого. Например, чтобы оплатить обычную школу, японским родителям нужно будет выложить около 5 миллионов йен. А чтобы ребенок закончил институт, нужно заплатить уже около 6 либо 8 миллионов йен. На самом деле все это, если разделить на года, которые ребенок будет учиться, не так уж и много получается. Но факт в том, что заработать, допустим, в одиночку такие деньги невозможно. Именно поэтому матери-одиночки часто становятся работницами хостес-клубов. Я об этом тоже расскажу позже. Так вот, вернемся к мужчинам женатым. Как они вообще относятся к тому, что они буквально разговаривают с другими девушками, даже если у них нет никаких сексуальных связей? По идее, для западных женщин, западных девушек, даже общение с другой девушкой, именно интимное общение в плане там о чем-то личном, считается как-то более-менее изменой. Потому что я видел очень много комментариев под видео с хостес, где западные люди возмущаются о том, что некий мужчина, вот этот вот, сейчас покажу. В общем, он сказал, что по идее хостес это не измена, но если твоя девушка работает хостес, то это ай-яй-яй. 浮気にはならないと思います。でもある見方にとっては、やっぱり、女性の思う気持ちなので、女とかがホステスの経験があるっていうのが分かったとしたら、それについてはどう思いますか？そうなのかっていうちょっとがっくりした気持ちにはなるんですけど。Многие оправдывают это тем, что, в принципе, работа хостес, она очень опасная. А также это может быть связано с тем, что в Японии, в принципе, принято считать, что хостес – это не измена. Не факт, что они так на самом деле считают, просто в обществе принято говорить с натянутой улыбкой, они же просто разговаривают. 接待とか、会社の人に無理やり連れて行かれてとかだったら、仕方ないかなと。Вы можете увидеть боль в глазах этих девушек, когда они пытаются согласиться с этим. 思わない。Дело даже не в том, что кто-то может не доверять своей девушке, что вот она общается с мужиками каждый вечер. Дело в том, что рушится, в принципе, принцип каких-то отношений. То есть отношения – это, конечно, доверие, но если доверием злоупотреблять, то постепенно человек начнет уже задумываться. Просто закрыть глаза на то, что твой любимый человек ночью тусит с противоположным полом 24/7, невозможно. Часто говорят, что японцы очень неревнивые. Ревнивые японцы, конечно, тоже существуют, но если сравнивать именно уровень ревнивости японцев, который они именно показывают, с уровнем ревнивости западных людей, то действительно они не ревнивые. Если так поверхностно судить. Что у них там внутри происходит, я не знаю, потому что японцы довольно скрытные люди. Но действительно, очень много японских мужчин могут согласиться с тем, что девушка будет работать хостес, хотя им это будет, скорее всего, не нравиться. 嫌だとは言います。ただ、男の人とそういう行為がなければ別にいいんじゃないかなと思いますよね。嫌だとか言いますけど、それで貫いたとしたら別に応援したいと思います。Если женатый мужчина ходит в хостес-клуб, то могут возникнуть проблемы не только у него, но и у самой хостес, в которую он ходит. Потому что если жена этого человека заподозрит их в измене, то это будет уже наказуемо, скажем так. Она может подать в суд на возмещение ущерба в связи с
супружеской изменой. И хостес тоже попадет в эту проблему. Поэтому девушкам, которые работают в хостес-клубах, рекомендуется не слишком близко общаться с мужчинами, которые женаты. То есть с 80% посетителей. Основные рекомендации – это не спрашивать про семью и детей. Ну, это, в принципе, логично. Если человек даже без кольца пришел, ну, видно, что он женат, ну, может быть, как бы видно, да, по человеку, что он женат, то, наверное, не стоит спрашивать, а как ваши жена, как уже детки поживают, если он, конечно, сам не заведет этот разговор. Но даже в этом случае рекомендуется не особо поддерживать этот разговор, потому что мужчина может быть просто пьян, и он может пожалеть о том, что он начал разговор этот позже. Также не рекомендуется связываться с этими мужчинами после работы в неопределенное время. То есть, если вы хотите поддерживать контакт с клиентами, а у хостес это одно из основных правил, чтобы этот клиент снова приходил, постоянно поддерживать связь вне работы, то есть писать там с Новым годом, с днем рождения, там, доброе утро, приходите еще. Поэтому рекомендуется в более официальном стиле писать таким мужчинам, типа, спасибо, что пришли, приходите снова. Потому что если эти девушки будут писать мужчинам, типа, ой, как классно было вчера вечером, то жена, естественно, может проверить мобильные телефоны, переписки, и у него возникнут некоторые вопросики. Поэтому, чтобы не поставлять клиента и вообще, в принципе, не ввязываться в всякое говно, то рекомендуется сохранять дистанцию, как моральную, так и физическую, естественно. А физическую дистанцию сохранять прям очень сложно. Я был в хостес-клубе один раз. В хостес-клубе я был прям вот очень высокоранговый. Я не то чтобы там тусил, потому что я нищеброд. Я пытался найти работу в очередной раз, и в очередной раз мой взгляд упал на ночные работы, потому что платят очень много денег, и потому что там вроде как, ну, проще устроиться, потому что не очень много людей хотят работать ночную работу. Я хотел устроиться то ли официантом, то ли барменом, непонятно кем, что это была за профессия. Я пришел на Роппонги, состоялся разговор, давайте вы простажируетесь одну ночь. После собеседования сразу же остался там и всю ночь там тусил, наблюдал все это. В принципе, я ничего не делал, я просто буквально наблюдал, мне говорили, вот, мы делаем это, мы делаем то, твои обязанности будут такие-такие. Наблюдал за происходящим, и это мне очень не понравилось. Во-первых, потому что там было очень темно. Во-вторых, мне очень хотелось спать. Я человек, который предпочитает ночью спать, несмотря на то, что я в прошлом был адским тусовщиком и буквально тусовался в клубах каждую ночь. Видимо, было совсем скучно. Ну вот как-то с возрастом, знаете, вот уже не то здоровье. Там была девушка на пилоне. Пилон — это шест, для тех, кто не в курсе. Ну, на шесте, короче, крутилась. То есть девушки, в принципе, не являлись профессиональными полденсерами, они выходили через некоторое время, сменяли друг друга и просто около этого шеста танцевали. Поговорил с одной хостес и спросил ее, типа, а что будет, если мужик будет тебя трогать? Кладет руку, допустим, ей на колено. Она эту руку накрывает сверху своей рукой и снизу своей рукой. Извините, у меня только две руки. Ладно, представьте, что это рука. Вот так он накрывает, короче. И, в принципе, эта рука остается у нее на колене, но при этом его рука не касается колена. Под утро это, конечно, все выглядело довольно грустно, потому что они были все пьяные, все очень уставшие, и я был очень уставший, правда. Я дождался утра и сказал, что я не буду работать, потому что я хочу спать. Итак, снова вернемся в хостес. Какие критерии девушек? В основном беру девушек, которые согласны работать полный день, потому что система у хостес и кябакуры по зарплатам немножко разная. Хостес имеет некоторую зарплату. Стабильную минимум ставка в день, вернее в ночь, это 20 тысяч йен. Это довольно много, потому что на обычных арбайту зарабатывают японцы примерно около 8-9, ну может быть, если повезет, 10 тысяч йен в день. Плюс они получают, естественно, комиссионные с продаж всяких разных алкогольных напитков. И еще клиент может заказать башню из шампанского. Вот это, конечно, жесть, которая, честно говоря, наверное, присутствует только в Японии. Непонятная хрень. В общем, когда мужик напивается, он хочет как-то выпендриться перед своей хостес, с которой он пришел, видимо, не в первый раз, и он заказывает эту вот башню из шампанского. Стоит она там десятки тысяч долларов. Короче говоря, да, она может стоить около 1-2 миллионов йен. Просто очень большая башня из бокалов шампанского, и, короче, вот, и все. Прикол в этом. Одна из самых популярных хостес на Гинде рассказывает о том, что ее клиент хотел заказать эту башню из шампанского, но она его отговорила, поскольку он был очень пьян. 1000万円の。今日はシャンパン入れなくていいよ、みたいな。入れようとしてたのに。そう。めちゃくちゃ酔ってて。Именно поэтому она является одной из самых популярных хостес, потому что она очень открытая и честная со своими клиентами. Ну, она хитрая, скажем так. То есть она понимает, что если мужчина сейчас закажет башню шампанского, утром он подумает, блин, сколько денег я потратил, наверное, больше не стоит ходить в хостес-клуб. А в случае, если она его отговорит, он утром подумает, ой, как хорошо, какая хорошая хостес, поэтому приду к ней еще раз, видимо, она действительно мой хороший друг. Эта девушка приехала из деревни, где, естественно, ее очень сильно осуждали. И осуждают за то, что она стала хостес, потому что хостес в японском обществе до сих пор считается неким неприятным занятием, осуждаемым общественно. ホスト、ホステス、イコールあまり、なんか、
ね、良くないみたいなイメージがあるから、Несмотря на то, что японское общество довольно толерантное и открытое в таких вещах, ну, более толерантно, открыто, чем, ну, не знаю, чем Кувейт. Тем не менее, японцы до сих пор считают такую профессию немножко позорной, потому что, во-первых, она ночная, а во-вторых, она связана, естественно, с индустрией вот этой вот, которая очень-очень близка к проституции. Но даже не близка, она немножко на нее залазит, потому что хостес, конечно же, могут спать со своими клиентами. Запретов никаких нет, потому что все эти вещи происходят вне клуба, то есть это личная воля изъявления хостес и мужика. Девушка говорит также о том, что она может согласиться на секс, если захочет, но она говорит, что никогда не брала деньги за секс с мужчинами. ホステスとしてのお仕事って、お客様との夜の営みとかも含まれるんですか？口説かれて気に入ったらやっても全然 OK と思うんです。Я разговаривал с одной хостес, она говорила, что ей платят около 100 тысяч за ночь. В принципе, это неплохая сумма, это больше, чем девушкам-японкам, которые работают конкретно в проституции, потому что они получают, насколько я знаю, около там 30 тысяч за ночь. За раз, вернее, может даже меньше. Короче, с одного клиента. У них поток клиентов идет такой бесконечный, да. Это чисто бордели. Но об этом я расскажу как-нибудь в другом видео, если вам интересно. Вот хостес, они делают это просто, ну, потому что, может быть, клиент понравился, потому что они, в принципе, не против. 日給とかだといくらぐらいになるんですか、大体。10万円いただいてます。Если предлагают вам миллионы йен за ночь, конечно, я думаю, что найдется очень мало людей, которые откажутся от этого. なんか、初めましての方で、今晩100万でどうみたいな。100万でうん。なんかちょっとカチンってきて、100万ぐらい自分で稼ぐからって言って。でもそれが例えば今晩1億でどうとかだったらさすがにちょっと悩みますよね。考える。Напишите, кстати, в комментариях, вы бы согласились за 2 миллиона йен с кем-нибудь. Да, не забудьте, что деньги должны быть всегда вперед. Так называемые вот эти вот взаимодействия вне клуба, они, естественно, решаются самими хостес и самими мужчинами, и они могут, в принципе, и не происходить. То есть хостес вправе сказать мужчине: я не хочу с вами встречаться вне клуба. Это вполне нормально. То есть можно отказать клиенту, не обязательно общаться с тем, кто неприятен. Но, с другой стороны, надо понимать, что если вы будете очень много посылать, вы будете посылать. Такое ощущение, что я снимаю гайд для тех, кто хочет работать хостес. Короче, если девушка будет часто посылать клиентов, естественно, у нее будет никакого заработка, и хост-клуб так посмотрит на нее и скажет: ну, типа, нафига ты нужна, если ты такая вот привередливая. Встреча за пределами клуба подразумевает некоторые риски, естественно, потому что мужчина может быть оказаться каким-то крейзи, может оказаться маньяком или сталкером. Они могут подкаролить после работы, а это бывает ночь глубокая, потому что хостес-клубы ночные работают примерно до 12, до часу ночи. Дневные хостес-клубы работают с 5 утра до 4 вечера. Опять-таки есть всякие разные рекомендации для девушек, которые хотят избежать преследования от сталкеров. Ты, во-первых, не слишком много рассказывать о себе, своей личной жизни, не рассказывать, где ты работаешь и учишься. Дневные хостес-клубы. Там в основном тусуются люди, которые в ночное время спят. В основном такие клубы посещают дедули, которые на пенсии, которым очень-очень скучно. Это, наверное, самый изи вариант работы для матерей-одиночек, которым нужно заработать на учебу своим детям. В принципе, получается, что для матерей-одиночек это буквально единственный вариант в Японии, где ты можешь работать, одновременно присматривать за ребенком, если у тебя нет никакой помощи в виде родственников. А в Японии это очень часто случается, что родители, бабушки, дедушки не так уж сильно хотят помогать с детьми. На обычных работах столько денег не заработать, естественно, сколько в хостес, потому что хостес получается где-то 2-3 раза больше. И очень хорошие хостес могут заработать за месяц до 1 миллиона йен, а может быть даже и больше. На обычной работе арбайта можно заработать, 300, 400, 400, наверное, максимум. Это, в принципе, неплохо для жизни, если ты один. А если у тебя ребенок, которому нужно платить за учебу, которого нужно кормить, всякие присыпки, памперсы, вот эта вот вся херня. Девушек отбирают в основном ухоженных, не обязательно физически красивых, как я говорил. Должны быть красивые руки, красивые зубы и волосы. Вот это вот основные моменты. Также есть хостес-клубы, где работают полные девушки. Их очень мало, на самом деле, туда ходят именно любители. Поэтому с любой внешностью, в принципе, можно работать хостес. Основная разница хостес и кебакуры в том, что хостес вас обрабатывают сразу несколько девушек, то есть некоторая компания. В кебакуры происходит контакт 1 на 1. Это основное отличие кебакуры от хостес. Зарплаты в кебакура почасовые. В основном это 2-500 тысяч йен в час. Это довольно высокая зарплата. В кебакура клиент может потратить, где-то 5000 йен, в принципе, за посещение. А в хостес ему придется потратить 50 тысяч йен минимум за посещение. Также девушки из кебакура получают, естественно, всякие комиссии за то, что клиент покупает выпивку. Это везде база. Кебакура обычно девушек приветствуют для работы, которые более жизнерадостные, яркие. И, естественно, одеваются они немножко иначе. То есть хостес это что-то более элегантное,
элегантная и естественная. А в Кебакура яркая, вызывающая всякие леопардовые шмотки, вот эти вот с вырезами глубокими, обычно высветленные волосы и макияж типа гяру. Я когда работал в Дон Кихоте на Синокубе, там вот был целый отдел, где продавалась вот эта вот одежда для Кебакура и для хостов. Больше всего для Кебакура. Потому что рядом был район Шинджуку, а на Шинджуку тоже очень много хостес и хостов тусуются. Я когда это видел, я, спросил друга, типа, а что это такое? Я никогда не видел, чтобы японки такую хрень носили. Он говорит, это Кебакура. Я говорю, ну, ладно, окей. Я сделал вид, что я понял. Поэтому мужчины идут в Кебакура именно для того, чтобы развеселиться, чтобы пообщаться с девушками. Поэтому девушки должны обладать там всякими разными навыками общения. Не только слушать как хостес, но и при этом уметь общаться и развлекать, какие-то анекдоты рассказывать, вот это все. В Кебакура очень приветствуется, когда, наоборот, Кебакура подчеркивает, что клиент является больше другом, а не противоположным полом, с которым может что-то происходить в будущем. И это на самом деле очень сильно увеличивает доверие клиента к Кебакура-бару. Удивительно, не правда ли? Вот этот странный мужчина говорит, что мужчины ходят в Кебакура и в хосты для того, чтобы пообщаться с девушкой, потому что они женаты, и у них нет возможности пообщаться с девушкой. Типа... 公で、他の女性既婚者の方が会話するってことが機械的にないから、そういう社交の場として行くことによって機会を得る。Очень странная, конечно, ситуация. Если ты женат, ты, в принципе, не должен иметь возможности общаться с девушками. Нафига? Если тебе до сих пор хочется общаться с девушками, нафига ты женился вообще? В принципе, в хостес-клубы, где работают японки, также берут иностранцев, то есть иностранок. Это довольно частая ситуация. Для этого, конечно, должен быть очень хороший японский язык и навыки общения и все остальное. Также существуют и специальные хостес-клубы, где работают конкретно иностранки. Я был в одном таком тоже, сказал, работал. Я тоже там не остался, конечно, но там все очень-очень грустно выглядело. Это было очень маленькое помещение с одной единственной барной стойкой, за которой стояло много разных иностранок, как будто они все очень уставшие, у них нет никакой другой возможности заработать, и, в принципе, их тошнит от всего, что происходит там. Я думаю, что это действительно так и есть. Возможно, есть какие-то клубы специальные с иностранками, где все обстоит совсем по-другому, но я там не был, не могу сказать об этом. Обычно девушки там довольно взрослые, почти что все замужем за японцами, и у них тоже большие проблемы, видимо, в браке, если им приходится работать в хостес-клубах. А также это происходит потому, что, в принципе, если вы как студент приехали в Японию, вы не можете работать в ночных работах и в сфере вот этой развлекателей. Основная часть клубов базируется на Гинзе. Самый крутой, самый дорогой район в Японии. У Гинзы такое, знаете, ощущение, есть некий вайб, что ты находишься не в Японии. Изначально Гинза это было место, где производились серебряные монеты. Находилось оно совсем не там, где сейчас находится, а в префектуре Шизуока. Это место находилось под контролем сёгуната. В период Эдо это место перенеслось в Эдо, собственно, то есть в Токио. И уже там стало происходить вот это вот разворачивание всяких разных интересных заведений, торговых лавок, и постепенно это место стало иметь репутацию места, где собираются богатые люди деньгами. Короче, вот так. Происходило несколько пожаров, которые сжигали Гинзу полностью дотла. Она восстанавливалась снова, потом были землетрясения, но каждый раз ее восстанавливали. И последний раз ее восстановили таким образом, чтобы она больше не горела. То есть построили кирпичные дома, что для Японии довольно странно. Поэтому этот район действительно выглядит не как Япония, выглядит, наверное, как какая-то Европа. Очень большую роль сыграла в возникновении вот этой репутации дорогого района послевоенная ситуация. Во время войны происходили воздушные налеты на Токио, таким образом Токио был частично разрушен, в том числе и Гинза. И послевоенное время стали восстанавливать это все силами, опять-таки, американских военных, которые все это разбомбили до этого. И посетителями клубов являлись в основном американские военные, которые обладали большими money. И таким образом они поднимали экономику, и в том числе поднимали всю эту индустрию, которая происходила на Гинзе. После землетрясения 2011 года ситуация на Гинзе немного изменилась, потому что в социальном пространстве считалось немного неприличным ходить тусоваться по клубам после такой трагедии. Но где-то уже к лету того же года стала ситуация восстанавливаться, однако за то время, что люди считали неприличным ходить в клубы, некоторые клубы закрылись, потому что у них были очень большие убытки. Являются ли хостес и Кебакура какими-то последователями, потомками гейш? Гейши изначально вообще были мужчинами. То есть были гейша, то есть мужчины, это гейша, и были гейко, женщины, которые занимались тем же самым. Это они не проституты занимались, они в основном занимались искусством. То есть они были как аниматоры. Нынешние. Они приезжали на какие-то тусовки, производили различные телодвижения, то есть танцевали, пели и развлекали разным образом гостей. В основном ценились те, которые умели играть на музыкальных инструментах и петь, потому что караоке тогда не было, а японцы любят караоке, поэтому нужно было какое-то музыкальное сопровождение. Со временем профессию гейш стали забирать женщины, и в итоге всех гейш стали называть гейша, то есть гейку название, оно ушло в небытие. Мужчины сейчас тоже есть некоторые гейши, но их очень мало. В основном это считается теперь уже какой-то женской профессией. По сути, некоторые, конечно,
гейши занимались проституцией, это было такое дело, но сёгунат это все не одобрял. Конечно же, все это было в период Эдо. В такой местности Фукагава в Токио в то время было очень много гейш. Это было известное место, где тусовались гейши, и все об этом знали. Но сёгунат не одобрял это все, и были неофициально признанные гейши, не зарегистрированные, скажем так. И однажды там арестовали 115 гейш, которые занимались проституцией, оказывается. Всех их переместили в другое место и сказали, вот здесь вы работаете, но не занимайтесь проституцией. И так появился еще один район, где стали уже гейши работать, которые зарегистрированы в сёгунате. И в итоге это место стало очень популярным. Более популярным, чем предыдущее. Факт остается фактом. Работа, которая заключается в том, чтобы развлекать гостей, в основном мужчин. В принципе, да, это то же самое, что и хостес. То есть разницы особо нету. С одним но. Гейши существуют до сих пор. Их, конечно, очень мало, но тем не менее. Это очень дорогая профессия. То есть, чтобы пригласить гейшу себе на какой-нибудь праздник, утренник детский, очень нужно денег много заплатить. И даже если они являются последователями гейш, но тем не менее, это все-таки совсем все иначе происходит. Более неформальный контакт с клиентом, естественно, с вытекающими. Если хотят вытекать, напишите в комментариях, хотели бы вы посетить хостес-клуб. У меня есть Телеграм, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там я отвечаю на ваши вопросы, также вы можете пообщаться с другими подписчиками в приличной, приятной обстановке. Если хотите поддержать мой канал, поддержите. Вы можете просто не пропускать рекламу YouTube, и таким образом вы мне очень поможете. Я выкладываю свой контент только на YouTube-канал, только на этот. Если вы смотрите мои видео на какой-то другой платформе, значит оно украдено. Имейте в виду. Это все, пока. Господи, как же задолбал этот сосед гребаный, а?